Что понять поможет физика. Сила ампера. На проводник с током И, находящийся в магнитном поле с индукцией B, действует сила ампера F, как показано на рисунке. Направление действия силы определяется правилом левой руки. Что понять поможет физика. Ампер установил, что сила dF равна произведению силы тока в проводнике И на векторное произведение элемента проводника dl с током И и вектора магнитного поля B, действующего на этот проводник, где dl вектор по модулю равный dl и совпадающий по направлению с током, B вектор магнитной индукции. Наглядно направление силы ампера принято определять по правилу левой руки. Если ладонь левой руки расположить так, чтобы в нее входил вектор B, а 4 вытянутых пальца расположить по направлению тока в проводнике, то отогнутый большой палец покажет направление силы ампера. Что понять поможет физика. Поток вектора магнитной индукции. Потоком вектора магнитной индукции или магнитным потоком dF через площадку ds называется скалярная физическая величина, равная скалярному произведению вектора магнитной индукции B на площадку ds, или равна произведению проекции вектора B на направлении нормали n маленькая площадке ds. Проекция вектора B равна вектору магнитной индукции на косинус угла альфа, где альфа угол между векторами n маленькая и b. Что понять поможет физика. А ds вектор, модуль которого равен ds, а направление совпадает с направлением нормали n площадки. Поток вектора магнитной индукции F равен интегралу по площади S от потока вектора магнитной индукции, проходящего через площадку ds, или интеграл по площади S от проекции вектора B на направление нормали n маленькая к площадке ds. Что понять поможет физика. Положительное направление нормали к контуру связано с направлением тока по правилу правого винта. Поэтому магнитный поток, создаваемый контуром с током через поверхность, ограниченную им, всегда положительный. Если поле однородно и перпендикулярно ему расположена плоская поверхность с площадью S, то магнитный поток равен произведению магнитной индукции B на площадь S. Единица магнитного потока – Вебер. Что понять поможет физика. Теорема Гаусса для магнитного поля в вакууме. Поток вектора магнитной индукции B сквозь любую замкнутую поверхность ds равен нулю. Эта теорема отражает факт отсутствия магнитных зарядов, вследствие чего линии магнитной индукции не имеют ни начала, ни конца и являются замкнутыми. Что понять поможет физика. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Проводник длиной L, он может свободно перемещаться, с током I находится в однородном магнитном поле. Поле направлено перпендикулярно плоскости рисунка. Из-за чертежа сила ампера F действует на подвижный проводник, и под ее действием проводник переместился из положения 1 в положение 2. Работа, совершаемая магнитным полем А, на рисунке показана как заштрихованная площадь. Что понять поможет физика. Найдем работу dA как произведение вектора силы ампера на перемещение dx. И это равно произведению силы тока I в проводнике на перемещение проводника dx и на векторное произведение вектора L и вектора магнитной индукции.
То понять поможет физика. Далее запишем, как произведение силы тока И на магнитную индукцию B и на длину проводника L и на dx. Затем получаем сила тока на магнитную индукцию и на площадь, пересекаемая проводником при его перемещении в dx магнитном поле. В итоге работа будет равна произведению силы тока И в проводнике на поток вектора магнитной индукции df, пронизывающий эту площадь, где площадь ds равна произведению перемещения dx проводника в магнитном поле на его длину L. А произведение магнитной индукции B на площадь ds равна потоку вектора магнитной индукции df. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле равна произведению силы тока на магнитный поток, пересеченный движущимся проводником. То понять поможет физика. С физикой ложусь я